Так, всем привет! Небольшое видео по ремонту корзины сцепления от Honda VFR 750. Значит, суть проблемы заключалась со стороны корзины сцепления был слышен стук. На горячее он усиливался. При выжиме сцепления все прекращалось. Значит, изучил эту информацию на просторах интернета и понял, что это проблема не только спортивных мотоциклов, ну и там, некоторых серий BMW, если не ошибаюсь, серии K и R. Вот. Значит, корзина сцепления новая стоит $450. Вот. Ну, попробовал, решил отремонтировать это, так как этот стук уже раздражал. Значит, обратился, значит, снял, высверлил заклепки, 3 штуки. Высверлились они очень даже легко, никакие они там не каленые, ничего. Снял. Вот. Что делают в основной массе? Втулят это место бронзой. Вот. Значит, обратился к токарю, вышел технолог, пообщались, сказал, что нежелательно это бронзой втулить, так как температурный коэффициент расширения у металлов разный. И сам по себе алюминий, ну так себе материал для работы. Значит, что сделали? Посадили на горячую втулку металлическую. Здесь 3 миллиметра выбрали. Вот здесь вот. Сюда посадили втулку. И по этому же размеру обработали. Вот. Сказали, что это будет, наверное, более правильное решение. Почему разбивает корзину? Ну вот как бы потому что тут вот 5 миллиметров всего лишь ходит. Что мне изначально не понравилось, качество обработки было вот такое вот. Оно было полосатое, выедало металл, алюминий. Сейчас вот сделали зеркало, прямо так все красивенько. Вот. Одевается как бы хорошо, с нулевым зазором, ничего не болтается, все плотно, ну как бы и вращается. Вот. Далее нарезать резьбу, наверное, М8 не получится, так как размер не позволяет. Здесь вот 7,2, а нужно 6,8 сверло. Ну, значит, следующий это М9 1,25. М10 не хочу, потому что уже тонкая стенка будет, может разорвать. Вот. На фиксатор, на красный фиксатор резьбы все закрутить, сжать, и думаю, что все будет хорошо. Единственное, что еще, наверное, думаю, заварить вот это вот и грайером немножко поубирать это все. Ну вот, кому был полезен видосик, ставим пальцы вверх. Небольшое дополнение еще. Забыл про пластину. Также пришлось съездить и выбрать уже новый размер, так как не садилась. Стоит тут она, служит для смазки, я так понимаю, сюда вот забивает. Расстояние выдерживает и забивает масло туда-сюда. Вот. Нарезал резьбу М9 1,25. Остается проварить и гравером поубирать канавы. Приобрел такие вот болты с узкой шляпой. Но все равно немножко выпирает за плоскость корзины, чтобы по картеру сзади не цепляло. Ну, соберу без фиксатора, если не будет мешать, то так и оставлю. Если нет, то придется выбрать, срезать немножко, сточить. Да, и не забывайте про пружины. Когда разбирал, поставил точку здесь,
алюминиевой части на этой пластине. Вот, от точки пошло первая пружина, вторая, ну и пошло по кругу. Вот они лежат, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Чтобы не было вибраций, так как они разные по весу. Вот. Ну все, соберем, заведем, послушаем, как будет работать. Ну что, завел. Сейчас послушаем, как работает. Вот, слышно, что вентилятор включился, 90 градусов температура. Так, обороты 1,5. Слушаем, как работает. Слышно, как цокотят распредвалы и, может быть, немножко пружины. Хоть я и проварил, и все сделал, но немножко они вроде как слышно. Стук ушел. Изначально не заснял, как стучало. Не думал, что буду снимать. Вот. Так что, в принципе, думаю, что все хорошо будет. Цена вопроса $500. Сейчас, в принципе, еще понажимаю сцепление. Послушаем, как меняется работа двигателя. Нажал. Отпустил. Нажал. Отпустил. Слышно, как распредвалы работают и все. А там еле-еле что-то. Намного лучше стало. Ну, в принципе, стук вообще ушел. Не стучит. Поэтому думаю, что можно ремонтировать.